Перед тем, как начнем, я бы хотел показать тебе... Когда нам говорили о мирных демонстрациях, когда они подходили к забору, это не была мирная демонстрация. Я не думал, что у смерти есть запах. Это психологическая реакция такая. Картина сидит человек, дуло вот здесь вот. Я не знаю, это самая страшная должность на планете. Ребенку сколько лет? Помнишь? Носки Месяцев. расстрелянные. Расстреляны. Олег, ты стакеляляй, смотри на меня, смотри на меня. У меня не было суицидальных никаких, но я устал в какой-то момент. Это был план по убийству наших младенцев. Джозеф, представлять тебя сильно аудитории в Израиле не нужно. Человек ты известный. Ты с 7 октября и по сей день не снимаешь форму. Но самое важное, что для нашего канала, все важно, что ты делаешь, но то, что у тебя есть своя большая история, связанная с 7 октября. И, насколько я знаю, у тебя есть истории, скажем так, около 7 октября, например, до 7 октября ты каким-то образом следил за границами, да? Примерно 25 лет. Примерно 25 лет. То есть ты наблюдал и можешь поделиться с нами какой-то информацией. Ты знаешь, перед тем, как начнем, я бы хотел показать тебе отрывок из твоего видео. Сейчас, секунду. Чтобы мы с тобой вместе его посмотрели и чтобы ты его прокомментировал с самого начала. Ехал по всем этим дорогам, это невозможно. Детские, совсем маленьких детей. Там видно, где были дети. Такого не должно было происходить. Не было такого в наше время. Столько людей погибло. Машины стоят. Детские кресла окровавлены. И видно, что стреляли в упор маленьких детей. Вот в таких креслах нельзя. Это не люди. Это не люди, это варвар. Это длинное видео, у тебя оно есть на Ютубе, это маленький отрывок. И что примечательно, ты здесь уже в военной форме. Это 7 октября. У этой темы есть вообще история. Мне многие, знаешь, спрашивали, как бы... Здесь очень многие скептики могут даже поддавать сомнению. Вот даже сейчас там я, бывает, выступаю, делаю видео какое-то или фотографируюсь в Газе, видно Газа, видно руины, видно оружие, видно автомат, видно форма. И могут сказать, что ты все это придумал для пиара там и все такое. Но сейчас отпустим. Почему я в этот момент снимал видео? Прежде всего, для меня это важный момент. Потому что, несмотря на то, что ты видишь, тебе нужно двигаться дальше. Психологов у тебя под рукой нет. Позвонить ты никому не можешь, потому что не было связи тогда. Связь просто упала. И мне нужно было выговориться. Мне нужно было выговориться. Я в тот момент не публиковал это было опубликовано гораздо позже. И мне нужно было просто для того, чтобы я выжил, двигаться дальше, выжил, выплеснуть это все. И я представлял, что как бы аудитория меня слышит. И так я набирался сил. Вот все мои видео, это в принципе, за что я благодарен своим подписчикам, что они стали для меня некой такой семьей, к которой я могу прийти и рассказать. Теперь, как получилось, что я оказался в форме? У нас каждый раз, когда летят ракеты, я сразу одеваюсь. Извини, пожалуйста, давай с самого начала. У тебя уже есть форма. То есть ты военнослужащий, у тебя есть подразделение. Вот в 2 словах. Где ты служишь, что за подразделение? Я служу в Сайрет-5, это 5-я Хатива. Это такая небольшая группа, которая занимается спецоперациями, это элитное подразделение. Я, учитывая сегодня свой возраст и все остальное, служу в отряде Таагат. Таагат — это такой медицинский боевой корпус, задача которого эвакуация раненых с эпицентра боевых действий. Допустим, если человек тяжело ранен и его нужно доставить в больницу, вертолет не может сесть. Знаешь, вот иногда даже обидно, весь кредит отдают 669. Есть такие войска, они действительно крутые ребята, но вот до их работы тоже есть маленькие люди, которые что-то делают, а вертолет не может сесть в эпицентре боевых действий, его могут сбить и так далее. И сама передача раненого может быть не
как бы скажем, человек второй раз умрет, не дай бог. И, соответственно, наша задача именно вот из пепла до вертолета. Я получил телефонный звонок из Рейм, Угдатаза. Я последние 9 лет был водителем джипа, который патрулирует границу. И так получилось, что нужны были люди. Мне позвонили, и, естественно, я поехал. Еще никто не перекрыл 4-ю трассу. Мгм. Понимаешь? И вот это была картина невероятная просто. По дороге на базу забежал спрятаться от ракет. Посмотрите, все обстреляно. Вот они заходили сюда, террористы. Посмотрите. Здесь, видимо, были люди. Все в пулях. Обалдеть. Вот я еду, милуем. Жесть. Расстрелянные машины. Еще ничего не убрано. Вот вблизи Сдерота, и они так обстреливали нас именно Ракеты. ракетами, что ты не понимал, что происходит, но при этом ты... Я задумался, это Ируа Асаха. Нас в армии всегда приучали, когда мы патрулировали забор, если идет хаотичная стрельба, они что-то планируют, напасть на наши джипы или что-то такое. Здесь у меня начало вызываться подозрение. Оказывается, я не знал на тот момент, связь была потеряна. Не получилось мне пробиться, я вернулся домой. В Сдероте. Вернулся домой. И пытался понять, как, что делать, как проехать, потому что были брошены машины, нереальная была пробка. Я попытался объехать с другой стороны, через Кириат-Гат, через Нетивот, уже перекрыли. Ни туда, ни сюда нельзя было ехать. На Зикиме уже была пробка. И на следующий день, рано утром, я делаю еще одну попытку этого проезда. И вот здесь уже открылся полный кошмар. Представь, это был второй день. Люди на дорогах, прямо на дороге, кто-то кому-то что-то перевязывает. Кто-то сворачивает, поднимает черные пакеты. А ракеты рвутся. Друзья, нас часто спрашивают, как можно поддержать наш канал и нашу работу. Самая главная поддержка от вас, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и комментарий. Это очень важно для продвижения наших видео. Мы также постоянно ищем новых героев для наших фильмов, связанных с событием 7 октября. Если у вас есть история, в описании под этим видео есть ссылка на наш сайт. Вы можете почитать о нас, поддержать нас и написать нам. И мы обязательно свяжемся с вами. Спасибо за просмотр. Это 8 октября уже получается. Это 8 получается. 8 октября. Да. Вот это все рвется. Ты медленно едешь. Уже танки. Уже нагмаши. Вдали я вижу, что идет перестрелка между полицейскими и террористами. Перестрелка. Они додумались, начали развертывать, вот я пока ехал, они начали развертывать такие щиты, прямо на трассе. Огромный щит с маленьким стеклом, чтобы приближающие машины можно было контролировать. И я когда подъехал в Сдерот, я решил заехать в него. Это был кошмар. Стоит машина, в ней вся семья. И ребенок сзади. Второй день. Никто не может их вытащить оттуда. Расстрелянные. Расстрелянные. Ребенку сколько лет? Помнишь? Месяцев. Это вот как раз после... Это то видео. Это то видео. Ты об этом видел. Немножко дальше стоит еще одна машина. Там уже не было людей, но она тоже полностью вся изрешеченная была. Ну ничего, мы здесь для того, чтобы те, кто
совершили эти варварские преступления, ответили. Ни один нормальный человек. Я заехал в кибуц Бе'ери по дороге, там друзья мои находятся сейчас. Кроватки детские, это невозможно передать словами. И это не чьи-то дети. Ты смотришь на это все и понимаешь, как будто это часть тебя, как будто это твои дети. И ходят там репортеры, и все снимают. И у кого-то еще есть сомнение, что Израиль не имеет права на военную операцию. Это просто уму непостижимо. Они ответят за все ответят. Каждый, кто добирался в воинскую часть туда, в сектор Газа, все проехали там, где ехал я. И каждый видел то, что сегодня видел я. И каждый испытывает то, что сейчас испытываю я. Пощады не будет. А вы берегите себя. Ну и до скорых встреч, где мы не будем плакать, а будем радоваться. И я уже понимаю, я дальше ехать не могу. На своей машине точно. Она у меня тогда была новенькая еще. Я ее бросаю в поле, загнал красивенько и стою на остановке, прячусь. Ну, невозможно. Тут реально невозможно было. А тогда мы еще не зашли в фазу войны, еще не было вот этого бесстрашия, знаешь. Все-таки ты как-то еще где-то боишься. И вот и я уже рассказывал где-то эту историю. Это у меня мурашки сейчас от этого. Представь, взрывы, и громко орущая музыка. Мишема минло мефахет. Это ему налеабе. Там Исраэль Хай тогда еще не было популярно. Орет на всю. А представь, когда это же тишина, машин нету, как бы вот эта вот тишина, где музыка может перекричать по своим частотам ракеты. И я выглядываю, помните фильм «Охотники за привидениями»? Едет с мигалками огромная машина Ихуда Ацала. Огромная, они же такие высокие, большие. Открывается вот эта автобусная дверь, валится маслом хахаяль и поют. И танцуют. Я видел это видео. Ну, что за... По барабану люди. Представь, мужеству этих людей. Вот это, да, не будем вдаваться в политику, да, но и в принципе. И говорит, Хаяль, тебе куда? Я говорю, я второй день пытаюсь до Рима добраться. Не могу. Может быть, это была судьба, потому что я вот на протяжении этого времени мне удалось здесь кому-то помочь, там кому-то помочь, частным образом в домах. Теперь сажусь я в этот автомобиль, там сидит ультрарелигиозный за рулем, рядом с ним еще один ультрарелигиозный, сзади полицейский араб, обнимает измогава еврейскую девочку, у которой была кровь перевязана, и я добавляюсь во всю эту картину. И мы едем, и полицейский араб поет «Мишема минло мефахет», и слова этой песни знает. И это перевернуло мой мир. Это перевернуло мой мир касательно разобщения в нашем обществе. Вот вам что надо было. По башке. По башке вам надо было. Они приехали в Рим, в кибуц, потому что они, к сожалению, вот на этом всем энтузиазме и позитиве вывозили тела. И я остался там, а там уже могли меня забрать военные джипы. И вот это вот ощущение, вот это Не вот передать. ощущение. Я не думал, что у смерти есть запах. У смерти есть запах. И этот запах я чую до сих пор. Ты его почуял тогда, 7 октября, 8 первый раз? Да. Такое. Да. И он отложился. Много запахов, знаешь, мы можем там стервятник какой-то увидеть, да, что-то. Вот это вроде бы знакомый, там мышка где-то умерла, бывает в подвале. Он тебе запомнился, но отпускает. А это
по сути, то же самое. И что-то, что... вот, ты если подумаешь об этом дне, ты его чувствуешь. И, значит, приезжает туда джип, забирает меня, и я там был абсолютно, я вот честно признаюсь, честно, я, несмотря на то, что имел компетенцию и там поучаствовать, я не мог. Это где? В Рейм, В кибуце. да, нет, в Бери, извини, в Бери. Ты был в Бери? В Бери, да. Рейм это следующее. Я просто на базу Рейма, они у меня путаются. Это был Бери, прошу прощения. В Бери ты поехал как Двигаюсь. двигаешься? Просто еду в Махане Рейм, в часть. Мне надо до нее добраться. Ты был внутри Бери. Они сказали, лучше будь здесь, здесь постоянно армейские джипы, кто-то тебя подхватит. И вот эти ребята оттуда заходят, выходят, кто-то плачет, у дерева присел вот в этих вот перчатках. Ты не видишь там, кто это, Зака, потому что они старались поначалу одевать еще белые вот эти вот Да, форма. укрывающиеся. Там я полностью потерял мир. Ориентацию. Да, мир у меня потерялся. Я продвинулся дальше в Рим, добрался, и оказалось то, что я был бесполезен, потому что все машины были сожжены. Абсолютно все машины были сожжены. Теперь я понимаю, выбора нету. Новенькая, не новенькая. Надо ехать. Надо ехать за своей. Пока я вернулся за своей машиной, пока приехал с ней, вот с этой машиной мы патрулировали. Это я не был со своим подразделением, к которому я относился милуями. В тот же день, вечером, мне приходит Цав Шмоне. Отряд наш состоит всего из четырех человек. Командир. И я тебе хочу сказать, это, я не знаю, это самая страшная должность на планете. Я могу рассказать тебе, да, как происходит процесс? Конечно, вот представь, да, вызов. У тебя вызов. Если в начале войны мы просто ехали за всей ротой, да, нет смысла ставить под такой амбуланс впереди, потому что он абсолютно неэффективен. Так вот, у тебя вызов, ты начинаешь свою операцию. Как происходит процесс? И я хочу начать с конца. Когда заканчивается эта операция, ты не можешь отдышаться сутки. Ты не ешь, ты не пьешь почти. Ты сидишь, качаешься, и мы вот так вот вчетвером садимся и говорим, а может надо было сделать так, а может надо было сделать так, а может не надо было. Тебе не сразу дают зайти, пока тебе не сделают безопасный коридор, да, ты же не выливаешь. И вот ты начинаешь ругаться матом друг с другом. Наверное, не надо было ждать, пока тебе разрешат. Наверное, надо было заходить. И вот этот момент, пока тебе сообщат, вот ты передал тяжело раненого в вертолет, да, и вот здесь время останавливается. То есть ты ждешь, выжил он, не выжил? Ты ждешь, неважно что, ты смотришь на этот телефон, тебе обещают перезвонить, ты знаешь, как израильтяне, да? Никто здесь, очень много, так сказать, не любит выполнять свои обещания, и ты начинаешь названивать. И ты как бы понимаешь, что, наверное, названивают еще и близкие этого человека. А ты кто ему? Ты роднишься с этими людьми. Понимаешь? Я слышу голос сегодня, вот если он мне позвонит, кто из выживших или из тех, кто погиб, я его узнаю. Я по голосу узнаю, как его зовут, вплоть до его группы крови. Потому что... И как происходит процесс? Представь, да, вот этот маленький батальончик из 4 человек. Начинается операция. Мы заходим. Человек, который рядом со мной, это Хогет. Сзади у нас находится парамедик и Ховеш. Моя задача во время проведения операции, покуда мы едем, я веду этот амбуланс. Покуда мы стоим, я, в принципе, даю им охрану полную. И как происходит процесс? Ты пока доезжаешь, а это минуты. Это максимум 3,5-4 минуты, если это во время войны. Да, То есть идет бой параллельно? Бой идет. Ты его не слышишь, ты его не видишь. Для тебя в этот момент все останавливается. У тебя в голове раненый. Я вот сейчас, ты задал этот вопрос, я сейчас понимаю, насколько это сумасшедшее просто обстоятельство. Бой ты не видишь, не слышишь. Ты едешь, во-первых, ты полагаешься на людей, которые... И это тоже ошибка, потому что они там все шокированы. Если есть раненые, значит, застали врасплох, значит, что-то пошло не так. Фауда, да, как говорится. И в этот момент человек, который командир этого
отряда, он должен договориться с больницей, допустим, Сорока, он должен просчитать примерно сколько, куда ему лететь, он должен договориться с вертолетом, он должен договориться с медиком над ним, с медиком над тем, хативы, я всех этих слов не знаю перевода, хатива это главная часть газа, грубо говоря, вот эту всю иерархию ему нужно пройти. По второй рации он получает, у каждого подразделения есть еще отряд, там человек, который с магом, снайпер, и есть хупель. Хупель это медик, который, ну, не авторитетный, скажем так, но он должен передать нам заключение, что происходит с раненым. Вот так вот это происходит, а вокруг стреляют. И где-то тебе нужно отстреливаться. То есть тоже принимаешь участие в бою? Такое тоже Получается, бывает? только я. А, только ты на охране, получается. Так я еще и веду эту штуку. Так вот, как это происходит? Он, помимо того, что он получает всю эту информацию, он ребятам сзади, парамедику, говорит, что происходит. Все, что я рассказываю, это 3 минуты, чтобы ты понимал. Они там уже готовят сзади, монодам, если надо, порции крови. Они должны приготовить все лекарства, которые есть. Все, что нужно произвести. А газа, руины, кочки, все болтыхается. И давай возьмем, что это не утро, а ночь. Ты едешь без света. Да. Понимаешь, темноте. я одевал вот эту вот фонариком. штуку, она не всегда актуальна, потому что где-то ты заезжаешь на гору, и ашкелонские от Хеврат Хашмаль тебя слепят, вот эти вот от электростанции. Ты доезжаешь до места, бардак. Те, кто должны тебе предоставить место для эвакуации, не делают этого. Ты начинаешь в процессе еще и командовать теми, кто должен командовать тобой. После того, как ты доезжаешь до места, ты должен сделать миюн раненых, распределить. Ты должен к ним относиться, к сожалению, как Хладнокровно, наверное, хладнокровно, потому что ты должен дать оценку, кого срочно вытащить. Нужно ли вызывать? У тебя всегда работает так. Если где-то рядом воюет подразделение, у них тоже есть такой амбуланс, и ты вызываешь его в случае чего. Теперь, после того, как ты оказываешь первую помощь этому раненому, берешь его на амбуланс, едешь на пункт, где садится вертолет. За это время ты должен доложить вертолету все, что ты дал больному. Если это раненому, не больному, если это носилки, если это морфин, если это монодам, порция крови. Для чего? Чтобы, передавая раненого, тебе из вертолета дали все, что ты потратил, потому что у тебя... Новый, может быть, выезд. Да, и, как правило, ты ездишь несколько раз. У тебя есть тяжело раненые и есть менее тяжело раненые. Теперь рассказываю процесс уже транспортировки на вертолет. Это крики. Это крики. Я не буду называть имен настоящих из уважения к... давайте возьмем, там, допустим, Олег. И вот это крики: «Олег, ты стакель аляй, смотри на меня, смотри на меня». Человека надо держать при жизни, да. Вот на мое счастье, я из-за того, что сижу впереди с командиром, мы не видим всего того, что видят они. И когда ты приезжаешь на место, и вертолет ждет тебя, да, ты даешь ему разрешение на посадку. Теперь ты, приехав туда, не имеешь права передавать раненого, пока там не будет ждать тебя отряд, который обезопасит всю эту территорию. И очень часто происходят ошибки. У тебя есть въезд на посадочную вот эту вот полосу, да, на поле посадочное, и всегда приезжает какой-то командир и ставит вот эти машины, и у тебя нет возможности передать раненого. Ты начинаешь давать вертолету приказ выходить на 2-й круг, на 3-й круг, пока ты весь этот бардак установишь. В это время у тебя человек кричит, истекает кровью, и после того, как ты передаешь его вертолету, у меня отказывают ноги, я не могу давить на газ. Какое-то время, минута, полторы. Это психологическая реакция такая какая-то. Да, у меня складывается такое впечатление, что ты даже не дышишь все это время. Вот это настолько все быстро, и настолько все хаотично, и настолько все... И ты потом вот понимаешь,
Ты потом начинаешь... Тебе за эти 1,5 минуты нужно успеть, чтобы выйти из этого состояния, испугаться, заезжать. И люди, которые говорят, что они не боятся войны, они врут. Я боюсь войны. Я хочу жить. Я боюсь войны. У меня дома есть семья. Я ответственный. Это страшно. То, что у нас израильтяне мужественные, сильные и могут с этим совладать, это факт. Но это страшно. И ты переживаешь этот вход. Ты переживаешь все, что происходило. Ты должен это принять, осознать. Пошутить обязательно. Обязательно пошутить. Каждый выкинет какую-нибудь фигню. Вот у нас не парамедик, а ховеш, медбрат. Он из Ашкелона, он может пошутить, там, он Барнеа, как в Барнеа, на руины там, и все такое. Это обязательно. И, Юмор помогает. да, и на нас странно смотрят иногда, типа, как это такое произошло. Значит, вот ты возвращаешься и начинаешь по накатанной продолжать вывозить еще. Но бывают и случаи, что тебя вызывают, ранение. Человек кричит сзади. Ты едешь, переживаешь все то же самое, а по факту выясняется, не всех ты везешь на вертолет. На вертолет гораздо проще. Вертолеты есть почти везде, они примерно обезопасены, но когда человек не сильно раненый, ты вывозишь за забор. Иногда бывают такие ситуации, что человек кричит, что такое чувство, как будто ему ноги оторвало. А пошел, Кричит от боли, кричит, правильно? Или от страха, от всего. а ты приезжаешь, а у него в пахе натерло. Понимаешь? Всякие бывают ситуации, но ты не знаешь, это они сзади знают. А у нас израильтяне такие, ты что спрашиваешь, макара, кричишь, что случилось? Они тебе, why, издеваются над тобой твои же коллеги, понимаешь? Здесь дело не только то, что пахе натерло, а у человека просто шок, страх. Этому человеку нужно было выходить. Он упал, где-то кричит, командиры вызывают. Там никто не берет, никто не хочет рисковать. Вот. Одна из самых страшных моих эвакуаций была вот уже к концу нашего Рафеха. Мы сидели уже в месте, которым считалось безопасным. Мне даже жена говорила, куда ты выходишь? А там, как это работает? Ты захватываешь дом, в этом доме, так сказать, абсорбируешься и живешь. На каком-то этапе нас убедили в том, что можно выходить смело на улицу, ну, одевать каску, бронежилет. Не было связи. Как с любимой женой не поговорить по видео, не посмотреть на эту красавицу, понимаешь? На ребенка. И вот ты выходишь. А потом я узнал, что вот эти вот террористы, после того, как уже было соглашение, оказалось, они все сидели прямо под нами. Да, Прямо под нами. Да. Но не в этом суть. И я тебе могу потом прислать, ты можешь это добавить. Не хватает у нас амбулансов. Мы взяли спрей, нарисовали Маген-Давид, чтобы понимали, что это амбуланс. Если нужна помощь, зовите. И вот я помню чувака, которого я привязывал. Раненого? Раненый, да, у него осколок, пуля в ноге. Он вот так вот лежит и говорит, поимашили. Мамой клянусь, я не знаю, что хуже, пулю получить или вот это ехать. А представь, Хаммер, его багажник. Вот когда перевозки делают, привязывают холодильник, вот такой фигней я его замотал. Во-первых, кстати, прикольно, оно ему передавило. Держит. Не было потери крови, да. И вот, значит, едем мы по этим кочкам, камни, пыль. Мы когда приехали, он сделал вот так. Все, я видел все. Мы не успеваем доехать до вертолетной площадки, как мы получаем вызов о том, что 21 тяжело раненых разной степени. Ты, когда получаешь индикацию, ты получаешь... Это мы решаем, кто тяжело, кто не тяжело. Для них катастрофа. В том же месте. Мой командир пересел в другую машину, и они уехали... Это уже не был амбуланс. Мне дали другого солдата, и мы начали вывозить вот как можно. А там оказалась такая ситуация. Я рад, что я не был очевидцем этого напрямую, но он вынес и загрузил 18 тел в наш амбуланс. 18 тел и 3 раненых, которые положил на эти тела и лечили, спасали им жизнь. После этого всего ты возвращаешься в вот этот свой закупоренный домик,
который ты завоевал, и сидишь. Сидишь и вот так вот. Во-первых, отдышка. Страшно. До конца дня спать сегодня ты не можешь. Это однозначно. И начинается вот эта вот борьба. Ты знаешь, что ты все сделал правильно. И вот ты начинаешь. А может, не надо было, а может, надо было заехать, а может, надо было, может, мало крови дали, а может, надо было. И вот этот момент, когда еще он ехал и вез людей, да, получается, наша группа разделилась, двое тут, он держал за руку парня, который умер, к сожалению. Я был на его похоронах. Он держит его за руку, он ему кричит. Ему пришлось открыть ногой дверь и отстреливаться одновременно. Я когда на девятке рассказал эту историю, мне начали такую туфту писать, что ты выдумываешь в комментариях. Серьезно? Люди просто не отдают себе отчет, Что там происходит? переживали люди, особенно в начале войны. Никто не отдает себе отчет. И я не говорю, что каждый раз, когда мы стреляли, это был... Мы вообще не искали стрельбы, мы не искали контакта с террористами. Нам это не нужно. Очень часто мы применяли огонь для того, чтобы просто создать видимость боевых действий, чтобы можно было проникать радикально внутрь. Но в этой ситуации реально была большая угроза. Еще были туннели. Еще был момент, что не особо разрешали стрелять. Постоянно, знаешь, как тебя как пилили из-за заложников. Осторожно, 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 что у тебя уже выработался такой иммунитет, что боялся на курок нажать. Было такое? Обалдеть. Да? И я тебе не говорю, что я вот в свои 44 года, да, там, как молодые парнишки, был на передовой, прям вот впереди, но мы все были вместе. Нас как закинули газу, мы все двигаемся, каждый со своей должностью. И я рад, что я на этом месте. Я рад, что я на этом месте. Я вообще тебе скажу такую вещь. Не в обиду срочникам, не в обиду молодым ребятам, но я считаю, что армия израильская держится на добровольцах. Да, я тебе объясню почему. Потому что люди, вот даже сегодня, да, мы сидим в Сирии, у нас вот есть ребята молодые, кто-то учится, у кого-то жена забеременела, у кого-то девушка бросила, кто-то хочет в Таиланд поехать. Нормально, все нормально. Это, бедные несчастные дети. Молодость. Да, которые хотят жить. И в поведении они ветреные немножко. И опыта у них, не опыта боевого, они хорошие солдаты, а опыта адаптации к ситуации, адаптации к войне. А мы все добровольцы, как бы, да. И вот у нас группа такая, и я вижу, какая разница. У нас повар-доброволец, командир, ММП-доброволец. И ты видишь, что вот эти ребята, они стержень подразделения, они идут, потому что понимают, почему. Представь, да, у меня это уже 5-й круг, который закончится вот в июне месяце, в середине. И я иду, и я пойду. Дальше пойдешь. Ну, конечно, я понимаю, что если я не пойду, раненых некому вывозить. И у этих батальонов такая нехватка. Такая колоссальная нехватка, что... Начиная с 7 октября, сколько ты вообще раненых вывез? Ты ведешь подсчет? Нет, Примерно даже. Слава богу, не тысячи, но сотни. Сотни есть. Сотни есть, да. Смотри, не всегда раненые в бою. У нас был случай эвакуации вертолетом. Друг передал другу банку с колой. Она ударила ему в висок, тот потерял сознание. Есть и такие случаи. Их масса, подскользнулся, упал. В душе было человек... Бытовые какие-то темы. Очень много. А, Помимо боевых, человек ранен, ему нужно в больницу. Как он получил это ранение? Очень часто нам приходилось принимать решения психологического характера, хотя мы вообще не имеем никакой компетенции. Да. Вот, допустим, кто-то из нас мог подойти к комбату и сказать, этого человека нельзя здесь оставлять. И мы спасли одному человеку жизнь. Да. Мы буквально выбили дуло у него из подбородка. Был молодой человек, который в его группе тактической 5 человек погибло. Остался он, его командир, там еще несколько, и к ним пришли новые. Месупахим здесь это называется, когда из других подразделений дают добавочных.
И вот все было нормально, всю войну все было нормально. Когда война уже сошла на батаж, знаешь, такой, начал выходить на балкон нельзя выходить. Несмотря даже на то, что ты вот черным шатром все, окна закупорены. Снайперы могут И я быть. понимаю, жара, все закрыто одеялами, дышать нечем, мозгана у них там нету. И я говорю сразу, я говорю, что-то здесь не то с этим парнем. Мне, говорит, он всегда такой тихий был. Ну, ладно. А я телеграммы, тиктоки, соцсети. Это единственное время, когда я мог общаться с своей аудиторией, если ничего не происходило. Я так хожу на балкон там глянуть просто, как там газы начинаю. Смотрю, сидит. Один день мы выходим, это был шаббат, приготовили себе поесть, и крик раздается. Страшный крик одного из солдат. Благо я его оттянул сразу, нельзя. Они хотели напрыгнуть, отобрать у него оружие. Это запрещено делать. А что было? Какая картина? Картина: сидит человек, дуло вот здесь вот, трясется как кролик, борется. Это борьба. Любой всплеск эмоциональный в этот момент, крик, не делай этого, это подталкивает его к совершению, потому что в этот момент человек начинает испытывать стыд уже перед тобой. Он уже забыл про проблему, из-за которой хотел, а то, что ты это увидел, он уже это не может пережить. И это начинает накладываться одно на другое и превращается уже просто в бесповоротную. Я заставил всех уйти. Вот это вот больше всего, чем я собой горжусь, именно этим спасением, потому что моя задача из всех моих ребят, она была минимальная. Они вставляли шприцы, а я страшно боюсь иголок. Моя задача здесь была охранять, довозить. Вот. А здесь как раз выступил мой опыт службы в полиции. Да, потому что нас обучали, я снимал несколько раз людей, которые с моста хотели прыгнуть, но из-за того, что мы служили в Хевроне, мы делали это безэмоционально, мы держали также там на Кирьят-Гат, все, что рядом. Все такое была бытовуха. Здесь я заставил всех покинуть помещение. А здесь, знаешь как, вырывается один офицер, второй офицер. И я понимаю, времени нет, тут война, тут мессимот. И это уже дошло до состояния, где цав Шмона уже начали давать даты окончания. Это говорит о том, что пошла уже текучка. И мессима на мессиме, и надо ездить, и надо бегать. И нужно вопрос быстро решать. Час. Вот это все продолжалось час. И в полной тишине? Никто с ним... Тишина не получалась. Ну, с ним кто-то пытался говорить? Я. Ты с ним говорил? Я не знаю, как так получилось. Я взял ситуацию в свои руки, полностью попытался оградить всех, но не знаю, Макара, знаешь, да? Ага. Израильтян прикольных. В конце концов, дошло до того, что я с ним сел рядом. Это был генератор, который давал нам электричество. И спросил. Я говорю, хорошо. Если ты хочешь это сделать, надо сделать. Но надо понять, стоит ли оно того. И невозможно ли это решить по-другому. В чем дело? Он перестал дрожать. Я понял, что он уже на крючке. Нельзя резких движений. Минут 15 я просто посидел, помолчал. В этот момент не надо ничего говорить, надо дать ему подумать, побороться. Я смотрю, его опять начинает колбасить. Здесь я понял, что есть триггер. Я идентифицировал триггер. И это триггер не война, это триггер не потеря его близких. Я понял, что это какая-то мелочь, которая просто послужила после всего вот этого. И в момент, когда я понял, я ему говорю, я говорил с ним на иврите, я ему говорю, ты же не предашь их, правильно? Его самоубийство, это предательство погибших его солдат. Он вот так вот, нет, типа. Я говорю, ты понимаешь, что надо отомстить? Ты так просто сдашься? Он нет, я понимаю, что он уже не хочет, но он еще вот в этот, знаешь, примерно подобное, я не хочу даже сравнивать, но примерно подобный формат психологического воздействия бывает у террористов-смертников. Понимаешь, они цепляются за что-то, и в какой-то момент я говорю, кто она?
И он так поворачивается на меня. Шармута. Проститутка, говорит. Обычный. Что выяснилось в конце концов? У нее просто сел телефон. Она просто не отвечала ему несколько часов. Мелочь, мелочь, мелочь. Никто ему не изменял, ничего не произошло. Просто у него после всех переживаний военных появилось переживание гражданское, мимолетное, минимальное. Вот почему все должны быть сейчас под надзором. Мамы, папы, девушки, держите телефоны, носите пауэрбанки. Нельзя сейчас. Тот период... То есть это из-за девушки? Не из-за девушки. Ну, это как причина уже такая. Вот знаешь, да, очень много происходит. Ты можешь пережить войну, раненых, травмы, а сорваться на стоянке за Да. то, что кто-то припарковался. Как раз подталкивает тебя к самоубийству, триггеры минимальные. Большие причины заставляют тебя больших сомнений, маленькие причины нет. Вот это был тот случай, которого и мы все-таки парня вытащили из армии, потому что ему нужна помощь. Ему нужна помощь. Теперь я сам, вообще удивительная история, Ром. Значит, после вот этого всего нас отправляет командир батальона к психиатру. Сказал, у тебя есть 10 дней последних, что ты дома, и тебе платят. И вот этот отдых, гостиница, сказал, не дам, кто не пойдет к психиатру. Значит, записываюсь на очередь, иду к психиатру, навидался, приезжаю, здоров, подхожу, табличка, Махмуд Ахм ибн Там. Значит, я, выйдя из Газы, я толерантный, честно. Я в комментариях защищаю арабов. Много погибло. Гацара Бедуим, Иерусалим, север, полицейские ребята, арабы, которые пулю возьмут как мясо кусок ради этой страны. Ну, должны быть пропорции. Понимаешь? Я захожу. Он мне, Олег Шлюм. Мама Тридутха, что тебя беспокоит? Я говорю, извини, ты. Он на меня вот такими вот глазами. Я говорю, не обессудь, пойми. Знаешь? Ничего личного. Да, перевели меня потом, там, спустя пару недель, к другому психиатру, наш соотечественник, честно, лучшего араба. Пришел, сидит, там лет, не знаю, за 60, по-моему, уже. Насрать на все. Сидит. Ну что жалуетесь, знаешь, это вообще полное отсутствие эмпатии к моей Никакой проблеме, вовлеченности. ко мне. А на минутку я на тот момент сворачивался в клубок перед женой и маленьким ребенком, плакал, кричал, меня невозможно было раскрыть. И вот таких приступов у меня было 2. Я не спал ночами, но я этого не боялся, потому что я и так не сплю ночами, я творческий человек. И у меня вот эти все мысли, все мои раненые, все мои убитые, они начали ко мне приходить. Я вот сажусь, думаю, ладно, все, посмотрю телек. Я начинаю смотреть телек, а потом картинка меняется. То есть ты их видишь? Я их вижу, я их слышу, я начинаю... ты как бы... оно вот просто... Ты даже не замечаешь, как это происходит. Потом я человек, который умеет справляться с собой. Я, к счастью, к сожалению, много повидал в этой жизни. Я в армии служил всю свою жизнь, 99-го как призвался, по ранению. И я умею с этим справляться. Если я человек, допустим, деловой, у меня дневник постоянно был расписан, и очень многие совершают ошибку, начинают расписывать его еще больше. Нет, я брал себе всего 3 задачи в день. Я, несмотря на то, что я очень сильно люблю и ценю свою жену, я стал немножко эгоистом. Я понимал, что мне нужно сделать что-то для себя. Это потому, что мне нужно вылазить из этого состояния, чтобы я мог им потом впоследствии возлагать ответственность на жену, которая без меня, и мама, и папа, и все. Я не могу переваривать. Поэтому я аккуратненько все это переживал сам, но на этот раз было вот на грани. У меня не было суицидальных никаких, но я устал в какой-то момент. Я устал. Когда никого не было, я мог в машине после работы приехать под дом, сидеть 15 минут и реветь. Просто плакать. Даже не знаю почему. Ну, просто выход вот это должен был быть. Я понимаю,
Вот здесь в студии, да, я пишу музыку, я смотрю, она у меня вся грустная, вся сопливая, вся. У меня 2 концерта, а тематика... И я не боролся с этим. Я хотел плакать, я плакал, мне было грустно, я грустил. Не надо сопротивляться. И из всех психологов, психиатров я позвонил своему лечащему врачу, говорю, не помогает ничего, устал. Я просто устал, я не могу больше об этом думать. И вот ты вспоминаешь какой-то случай, и я знаю, что у них то же самое. И я звоню, там, говорю, Йоне, вот помнишь вот этот случай, блин, вот, а может быть это... И он как будто ждал, что ты позвонишь, он аж задыхаясь, начинает об этом говорить. Это кошмар. Это кошмар, это кошмар. По мне сегодня, дай мне вот на передовую, дай мне вот туда вперед, дай мне стрелять, бежать, с криком, твою мать, и это другое. И вот когда у меня уже был вот последний такой приступ, я пошел к Купат-Холим. Обычная девочка, Меменет Хосан называется. Она меня вытащила за 3 встречи. Вот я, глядя в камеру, это моя камера, да, хочу сказать, ребят, солдаты, если вы не будете ходить, если вы не будете... Я на своем собственном примере, я человек известный, я сейчас публично снимаю штаны, трусы снимаю. Ребят, это не влом, это... Особенно у наших русскоязычных, пойти к психологу, это ни в коем случае. Я ходил к психологу, я тебе документ дам, поставишь, как доказательство. У меня с 7 октября травма, у меня ПТСР еще. Все я пережил, все я победил, все хорошо. И сегодня я годен для своей семьи, я годен для своего подразделения. Меня бы никто не допустил бы сейчас вытаскивать раненых, если бы я не прошел ответственно все эти задачи. И знаешь что, я когда пересекал забор с газой, мне было больно. Мне было больно, потому что я видел, когда патрулировал границу, я видел, что у этих людей был шанс. Был шанс. И были люди, которые перелазили нам забор, и мы понимали, что это не террористы. Это люди, которые просто не могут в этом голоде, в этом кошмаре жить. Они хотят в израильскую тюрьму, потому что им жрать нечего. Понимаешь? Мы в них не стреляли. И здесь я понимал, что я совершал ошибку. Потому что я давал шанс гуманности. Когда нам говорили о мирных демонстрациях, когда они подходили к забору, это не была мирная демонстрация. Это был план, стратегия по убийству наших младенцев. Точка. Мне было больно, что я не сделал достаточно, когда мы жили в Сдороте, когда я служил на этой границе, и когда я стучался в двери, говоря, что границы не работают. Мы по факту отошли, потому что мы дали шанс палестинцам на нормальную жизнь. Мы давали им деньги, мы давали им свет, мы давали им газ. Они это превратили в смерть, в собственную смерть. Оставь нас. Никто не будет терпеть такое. Никогда. И 25 лет жизни в Сдороте, когда я приходил с армии, и мой покойный отец, Царство Небесное, говорил: Йосик, почему вы их... Я говорю: пап, ну там же есть дети, там есть женщины, вот там есть невинные. Прости, папа, надо было тебя слушать. Вот, кстати, вначале я затронул эту тему по поводу границ. И на твой взгляд, до 7 октября были ли какие-то индикаторы того, что что-то готовится? Или Каждый день. Можешь описать это? Как Да. ты видел? Смотри, во-первых, одна из проблем были вот эти демонстрации. Как работал раньше приказ по открытию огня? 1000 метров у забора ты стреляешь магистом, чтобы слышал. 500 метров ты стреляешь уже махсанит. Ты вот так вот берешь махсанит, к прицелу ставишь, и чтобы не попасть в человека. 250 уже по коленке можно. Снайпер залазил на автомобиль, на крышу автомобиля. Все, что дальше, На поражение. на поражение. Они что сделали? Они вот этими типа мирно, они все приближались. К забору. Все приближались. Они, в принципе, нашу армию
приучили к тому, что это нормально. 2. Убрали, я сейчас не буду говорить о конспирациях, ничего, мы говорим тупо технически. Наша армия пыталась, государство пыталось сделать, раз у нас типа нормальные соседи, войны не хотят, так сказать, да, решили убрать по 2 соображениям. Солдат с вышек, потому что это опасность, РПГ и так далее. Во-вторых, экономия средств. Почему мы облажались? Потому что мы перешли от обычного часового с винтовкой и биноклем на технологии. Мы убрали вертолеты с живыми людьми, потому что беспилотники. Понимаешь? И когда сидит человек в вертолете, в лобовое стекло смотрит, уровень его восприятия реальности адреналина, или какой-то чувак в Бершеве на базе с кофеечком, по-любому здесь девочки с ТикТоком, ну не хочу грешить, может без ТикТока, но это другое восприятие. И они не видели эту ситуацию таковой, какая она есть. И я считаю, что самый главный момент, который, да, дает мне индикацию, чем больше блага мы им давали, тем больше я понимал, что это обернется против нас. То есть ты уже тогда чувствовал это? Я не просто чувствовал, я пошел доказывать, я снял ролики. Я говорил, что я ходил куда угодно. Надо мной смеялись. Ты же видел этот ролик, да, где границы, заходи туда-сюда. Это я много не поставил из-за цензуры. Я в воинский... Я заходил на базы с Хугером, собака вместо человека. У меня там... Ну, я не хочу про это говорить. Мне стыдно. Знаешь, стыдно за то, что мы настолько поверили в гуманизм наших врагов. Вот посмотрите дом. Сейчас, минуточку внимания. Вот дом, да? Живут люди и Женя. Прям выйди туда, не бойся. Выйди прямо на границу. Сейчас нас расстреляют. Не расстреляют тебя. Езжай прямо все время, не бойся. Смотрите, да, вот здесь за моей спиной дом. Опа! Граница. Езжай, не бойся. Езжай, не бойся. Никого, ни постов, ни охраны, ничего нету. Езжай налево. Вот здесь солдатская будочка такая, нет солдата. Посмотрите, вот она газа. Вот она, вот. Езжай туда, не бойся. Вот она газа, вот за этой стеной все, вплотную подходят и убивают наших солдат. Понимаете? Немного дальше. Видите отверстие? Вы можете наблюдать отверстие. Вот через такое отверстие его и застрелили. Вот здесь солдатская будка. Боря, попробуй снять. Никого нет. Езжай дальше. Вот эти все вышки вдоль забора пустые. Раньше такого не было. Вот давайте попробуем ответить на вопрос, что же здесь на самом деле сейчас происходит. Вы видите здесь танки, армию, джипы? Никого. Пустота. Почему у террористов есть возможность подойти вплотную к забору и кого-то застрелить? Вот сколько мы здесь катаемся, по факту мы приехали сюда с той стороны, да, со стороны забора. Да, мы сделали круг уже вокруг всего. Мы приехали со стороны забора, мы заехали в кибуц, в котором нас никто не проверил. Мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Что это, халатность или так задумано? Вот вопрос, на который нет ответа. Вот это те самые ворота, которые мы проехали, они открыты, охраны тоже нет. Мы заехали, в принципе, на запрещенную, на запрещенную военную территорию. Ни охраны. В принципе, любой, кто сейчас пересечет границу с Газой, выезжает сюда, он на 4-й трассе, и он с дороги. Вот он, с дороги, так вот он, красавец. Осторожно. А вот теперь, друзья, посудите сами, что это такое? Куда подевалась армия, куда подевалась полиция, что происходит? Почему границы не охраняются? Да, у нас есть технологии, отслеживающие камеры, всевозможные датчики, но ведь это все можно взломать. То есть мы поверили в то, что мы можем с ними жить мирно, поэтому немножко расслабили границы, да, можно так сказать? И границы, И границы. и внутреннее состояние. Понимаешь, ты когда знаешь, нет угрозы, да, ты все равно действуешь по-другому. Вот посмотри, как
Мы вели себя в Газе в первые дни, и как сейчас, все равно уже все, каждый он же думает, что он все прошел. Нет, вот эти вот моменты опасные, тихие, опасные. Именно здесь нужно быть постоянно настроенным. Самое обидное и страшное в этом всем, что несмотря на всю эту пережитую трагедию, мы сегодня разговариваем с Хамасом, мы их кормим. И я не против, чтобы палестинские дети ели на здоровье. Но это же к ним не идет. Хамас отбирает все. Я не даю этим детям, я даю Хамасу. Знаете что? Приведите мне ребенка, я его в лучший ресторан поведу, накормлю, верну обратно в Газу. Нет проблем. Так эти же дети не видят. Они берут 14-летнего ребенка, это ребенок, отнимают у него еду и говорят: иди напади на солдата, на тебе еду. Они знают, солдату ничего не будет. Они знают, для чего его посылают. Чтобы солдат был вынужден выстрелить. Они по факту посылают на смерть этого ребенка, чтобы солдат в него выстрелил, чтобы потом сказать: смотрите, какая армия варваров. Человек всего лишь кушать хотел. Поэтому, когда нету здесь ненависти, я заступаю за израильских арабов очень часто. Я видел их в полиции. Это ребята, это патриоты. И если среди них, естественно, куда дальше копать, если евреи шпионили на Иран? Понятно, арабы мы не можем, но при всем при этом нету такого, что целый класс ты гребешь под одну гребенку. Я родился в Чечне, жил среди мусульман. Это не мусульмане, это варвары. У них нет религии, у них в ДНК, и ты понимаешь, ни одна из арабских стран здесь не хочет, чтобы Израиля не было. Потому что не будет, у них в ДНК заложено убивать, грабить. Посмотри на весь мир, посмотри на талибов, посмотри на ИГИЛ, что они преследуют. Идеологии, нет никакой идеологии. Деньги и убийство. Они прекрасно понимают, евреи их не удержат, они пойдут дальше. На евреев рот открыли. Где миллионы убитые сирийцами, где миллионы убитые турками? Миллионы, не сотни, как у нас в Газе, случайно задетых мирных жителей. Я не Аль-Джулани, там на миллиард насчитать можно по всему миру. Отстаньте от нас уже. Мы хотим жить. Мы готовы жить в симбиозе. Перестаньте. Хотели отстроить вам Газ, вы могли жить, такие места. И вот в Рафехе едешь, такие дворцы, так жили бы себе. А сколько мы делали зачистки в домах, заходишь, видно, что этот человек там гражданин Египта. Да? Он там с миссией образовательной, обучает детей в школе. Там через квартал огромная школа, там кем-то ООН построена, или японцами, или все там сюда жертвуют, кто-то что-то. А начинаешь по шкафчикам лазить, пропаганда хамасовская, террористическая, бей евреев, мочи евреев, вы евреи во всем виноваты, евреи все поели, все. Я, знаешь, хочу рассказать две юморные истории в Сдероте, которые произошли. Во-первых, она не юморная. Я всегда люблю все подобные мероприятия заканчивать с юмором. Значит, я тебе хотел не очень юморной в конце спросить. Ну окей, тогда давай. ты меня победишь, неважно. Эту историю я хочу рассказать. Во-первых, что такое израильский ребенок? Девочка 8 лет. Есть группа в WhatsApp. Там есть такие коттеджики, где всего 4 семьи. И вот подошли солдаты, начали подходить, звать: выходите, кто может. И девочка в этой группе пишет: не выходите, это террористы. А люди пишут: нет, нет, это наши солдаты. И они только начинают выходить, девочка кричит: нет, это мехаблим, террористы. И получает линию вот такую из автомата. Она увернулась, не погибла. Потом у этого ребенка брали интервью и спрашивают: как ты поняла? Они были переодеты в нашу одежду. Она говорит: как ты поняла? Она говорит: во-первых, у них нашивки были сделаны неправильно. Во-вторых, у солдат армии обороны Израиля нет РПГ, у них своя техника. И на автомате она поняла, что вот эта вот штука, Марс, она одета неправильно, что наши солдаты никогда... 8 лет! И вторая история. Это бойцы Ямама эвакуировали хостел. Теперь там была такая ситуация, что уже даже танки зашли. Танк один заехал, потому что была стрельба. Теперь знаешь, что самое опасное в этих вещах?
это не как террористы, а больше в этом хаосе получить от своих пулю. Понимаешь? И там оказалось так, что какой-то шелет от магазина закрывал, и они начали эвакуировать людей из окна. Пожилые. Значит, такая картина. Я мамник, и кавказская бабушка такая в возрасте. По сожалению, у вас есть эта цензура? Пип, есть? Сделаем. Значит, вашу мать, меня немцы не взяли, я и от вас уйду. Кайфуем, сегодня выставку напеваем. Вот еврейский народ, вот еврейская нация, и неважно, на какую грустную тему мы закончим, нас не поломают. Я, выходя после вот этих всех эвакуаций, да, которых я никогда не забуду, мы поднимались на сцену, радовались, я врубал улыбку, я шел радовать публику. Я понимаю, что это такая же миссия, как у меня там в Газе с этим амбулансом, как в период событий 7 октября, что мы помогали людям. Наша задача не дать нашим врагам нас убивать. Убивать ментально, убивать морально. Поэтому я всегда стараюсь эту часть держать. Она и для меня важна. Как никогда это. Ну и для людей тоже. Финальный у меня такой, наверное, вопрос, не вопрос. Вот ты так ведешь социальные сети, на тебя подписано много людей, тебя читают и наши враги, и антисемиты, исламисты. Я прекрасно понимаю, потому что там тоже многие пишут. Но давай представим, вот через наш канал, через ОТФ, да, посмотрит очень большое количество людей, тех, которые не верят в то, что 7 октября было, а таких хватает до сих пор. Сейчас меньше мы ловим, но до сих пор, знаешь, из серии, вот до тебя были гости, что ты шабак, что это все вот это сейчас декорации, что мы все придумаем. Мы это регулярно читаем. Не хотят верить или делают вид, что не верят. Но все-таки человек, который был 7 октября, который до сих пор не снимает военную форму, который знает, как это было и что происходит, и у тебя есть возможность сказать что-то им сейчас, вот этим людям, которые не верят в то, что было 7 октября. У меня к тебе вопрос. На нашем языке или на их? Могу и на том, и на том. Давай и на том, и на том. На их языке мы не нападали на Газу. У нас не было армии в Газе. Это они сами все разрушили у себя. Чтобы выставить нас в плохом свете, чтобы потом приехала Америка, Уитков, и начали вкладывать в них деньги. Там нет солдат, и никакой желтой линии нету. О чем вы говорите? Поэтому на нормальном языке есть такое понятие, как атрофирование мозга. Это не только Израиля касается. Это люди, которые вечно будут ненавидеть Америку, вечно будут ненавидеть Израиль. Это люди, которые, знаешь, сейчас говорят, роботы, искусственный интеллект, они идут в обратном направлении, вот полностью. И объяснять им не имеет смысла. Не имеет смысла. Рано или поздно в их дома придут какой-нибудь ИГИЛ, какой-нибудь Талибан. Только тогда они поймут. Посмотри, мы сейчас находимся в Сирии. Спроси все, что на 50-70 километров внутрь, задай им этот вопрос. Они не будут так говорить. Они будут говорить, пожалуйста, сделайте нас Израилем. Все хотят в Израиль. Потому что они увидели талибов, они увидели игилцев, они и Асада увидели, и Аль-Джулани варвар. И тут пришли израильтяне, которые бедному ребенку дают бутылочку воды, которые защищают их там. Если ты уже зашел на территорию, ты защищаешь и их тоже. Сколько в Иудее, Самарии, армия, полиция между стычками самих арабов вынуждена вмешаться, чтобы... Ну, так оно работает. Поэтому, что касается этого момента, ваше время придет. До вас доберутся. К сожалению, исламский терроризм разрастается. Он порабощает Европу, порабощает весь мир. И мы как раз-таки сейчас в самой наивыгодной ситуации. Мы некоторыми своими действиями взломали код, матрицу. И теперь ни одна из стран, даже Катар теперь думает дважды после этой ракеты. Это не была попытка ликвидации, это была попытка взлома пароля. Вот все.
Мы взяли Ближний Восток. Кто бы сейчас что ни говорил, война еще не закончилась. Да, мы народ гуманный, мы могли с этой Газой действительно разобраться за 2 недели. Там были заложники. Все это мы... Я никогда за эту войну не говорил, мы победим. Мы не победим. Мы, к сожалению, проиграли 7 числа. У нас нету ничего конструктивного, никаких воспоминаний хороших, радоваться гибели и своих, и чужих мы тоже не умеем, нам все равно жалко даже наших врагов. Такая мы нация. Но несмотря на то, что у нас нету вот этой вот победы, салютов, и у нас горечь по потере наших близких, по всему этому, мы все равно стойкость. Обратите внимание, почти все еврейские праздники, они либо пост, либо траур, либо еще что-то, не просто так. И даже День независимости тебе после вот этого дня памяти тебе уже как-то и не радуется. Сегодня ты стоял, а я, к сожалению, на кладбище ходил много, у меня погибали, а сейчас добавилось, к сожалению. Поэтому я вот еще хочу просто рассказать, раз мы в моем городе, про маленького человечка, большого героя. Его Саша Шпиц зовут. Это человек, который участвовал добровольцем во всех кружках, во всех, обучал детей карате. Этот человек меня в свое время, когда я пришел раненый к нему на работу, так и с ним познакомился. Он меня взял, он подбирал всех вот этих бывших солдат, бойцов. Он был кабатом в ТНУВе, и мы должны были охранять эти грузовики с автоматом, как в армии, все. И этот человек погиб, спасая людей. И это говорит о том, что наш... И он не был обязан, он доброволец, тот самый, он вытащил людей, и таких историй, легенд тысячи. Вот сейчас говорят, да, что долго говорить, вот сейчас вам дадут все, гостиницы, порт, аэропорт, разоружитесь, нет. Так что же вы хотите? Идеология. Деньги Смерть. и деньги, и варварство. Все, убивать. Они, у них в ДНК это заложено. У них нет другого. Они, вот как есть зверь, да, он, там, он хищник, он не виноват, да, он там охотится. А у этих вот это вот пропитанное уже... Те, кто поумнее, они бабки с этого делают. А эти просто разменная монета вот этих вот дорогих исламистов, которые самые богатые. Если бы не терроризм, они в списках Forbes были. Поэтому, и скажем так, если нам безнадежно уже придется уходить, мы без боя не сдадимся и заберем за собой. Поэтому любите, цените евреев. Мы мирные, сильные, спокойные, умные. Мы хотим заниматься музыкой и не воевать. Я лично не хочу воевать. У меня нет пристрастия к оружию. Но вот мое детище, музыка. Оставьте меня в покое, живите мирно. Может быть, даже когда-нибудь где-нибудь в Хан-Юнисе концерт. Почему нет? Да, почему? Мы не против, они же против. Они не хотят.